Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Май 2025 года, Таро прогноз. И давайте с вами узнаем через карты, что спешит в вашу жизнь, какие судьбоносные события вас ожидают или решения в мае месяце, что прояснится или какая правда перед вами откроется. Может быть, вы сумеете что-то осуществить, и это словно новая точка отсчета в вашей судьбе. В чем ваша сила, в чем вы наиболее ресурсны будете в мае месяце. И мы сделаем прогноз по основным сферам жизни, но личную жизнь раскроем на колоде Чаро-Маркете Королевское Таро. Мы раскроем более полно, потому что мы все разные, но я надеюсь, подсказок будет больше. Должна сказать, что астрологическое небо мая месяца – это период растущей стабильности, относительного спокойствия. Ну, понятно, что будем реалистами, я всегда к этому призываю, потому что вот те процессы, которые даже в нас окружают, или те вопросы, которые были запущены ранее, они продолжат развиваться. То есть на то, что мы не влияем. Нам свою жизнь где-то придется, отталкиваясь от этих новостей, организовывать. И эта задача в целом на 2000, до конца, точнее, 2025 года. Но все же мы про май говорим с вами. Так вот, более гармонично переплетаются как и какая-то конкретность, и долгосрочное видение. И словно такой девиз мы можем взять. Посади сегодня семена того, что ты хочешь собрать урожаем завтра. Поэтому некоторая вдумчивость, где-то и прагматичность, но и вопросы, может быть, вашего окружения, кому вы можете доверять, как вы видите то качество жизни, к которому вы стремитесь. Вот такие задачи в прекрасном месяце мая, последнем месяце весны. Еще и энергии такие более радостно приятные открывают для нас большие возможности. Большие возможности именно в контексте благополучия. Не упустить, мои дорогие. Итак, давайте начнем. Золотое Таро, первая колода. Как-то я про нее забыла. Давно не было раскладов на этой колоде. Ну вот давайте восполним этот пробел. И первая карта, которую мы с вами достанем, что вас будет радовать, что прояснится, может быть, или те добрые события мая, которые спешат в вашу жизнь. С чем это будет связано, или конкретно, может быть, сфера жизни. Вторая карта, в чем вы думали, может быть, поставили точку, но тем не менее это в вашу жизнь возвращается. Или что вам продолжить, завершить, но вот какой-то контекст, который имеет начало не в мае, а в прошлых месяцах. Что откроется? Какая правда? Или какой вопрос вы проясните или сумеете осуществить? Чему сейчас не время или в чем вам нужно быть осторожными, мои дорогие? Что где-то может и помешать, с одной стороны, ну и предельное внимание вам явно чего-то и не пропустить тоже поможет. И в чем ваша сила, в чем вы наиболее ресурсны, что для вас означает месяц май, когда вы можете что-то осуществить. Вот какая сфера жизни или, может быть, как что учесть. И по основным сферам жизни мы достанем 3 карты. Первая это будет ваша работа, ваши достижения, у кого-то учеба, у кого-то документы. Раскроем обязательно отдельно денежную позицию, потому что начиная с мая финансовый вопрос для многих из нас не есть что-то абстрактное или из разряда несбыточных надежд, правда. Здесь больше, опять же, конкретики. И словно пространство, астрологическое небо нам позволяет, помогает прояснить некоторые вопросы. И вот в целом мы достанем таким образом. Карта у нас будет на личную жизнь для тех, кто в паре. Карта для тех, кто сейчас один или одна, возможно ли новое знакомство. И третья позиция – это для тех, кто в сложных отношениях, непонятных отношениях. Не то вы в паре, не то вы уже, может быть, и не в паре. Но вот есть какая-то неопределенность. Вижу, что плохо видно, и я подвину. Поэтому раскроем. Все-таки весна. Мы все хотим, и мы должны быть обязательно счастливы, любимы. Потому что, когда рядом с нами есть
Вот тот человек, который способен и сопереживать, и радоваться искренне. Это великое счастье. Ну, давайте пойдем дальше. Что же спешит на ваш порог, в вашу жизнь? Шестерка кубков. Тут какие-то прежние контакты, тут действительно спешат. Или добрые события. Вообще сама по себе карта замечательная. И нам всегда изображены дети, практически всегда. По шестерке кубков это карта искренних отношений. Может быть, и вы будете определять действительно, кому вы можете доверять, а кому нет. Это могут быть как у кого-то личная история или возврат человека все же. Тут я это допускаю, и в мае я тоже допускаю. О себе, как и напомнить может человек. Может быть, недавно им были какие-то у вас с ним или с ней контакты, потом по каким-то причинам контакты могли прекратиться, или вы могли быть на расстоянии какое-то время с любимым человеком, и эта история возвращается, вы хотите съехаться, какая-то дружба должна быть продолжена. Ну, самая разная палитра, но отталкиваемся мы именно от искренности или от искренних людей. Где-то карта это будет говорить о том, что в принципе есть в вашей жизни, как и в жизни личной, и могут быть, и для тех, кто один или одна, кстати, такие очень доверительные душевные отношения. Но так и по вопросам работы, когда пусть этих людей немного, пусть это кто-то один. Этот один может быть руководителем, с которым вы вместе на одной волне, и правильно друг друга понимаете. Вот именно есть такие слова. Счастье – это когда тебя понимают. Вот быть правильно понятым, может быть такая задача, или вот это понимание, какие-то очень важные контакты, которые вам следует продолжать до конца 2025 года. Вы можете с ними определяться в мае, но именно больше добрые события. Я могу также и допустить, иногда эту карту называют карта ностальгии приятных воспоминаний, но не более. Но мы спросили по-другому, а любая карта имеет множество значений. И поэтому, что вас будет радовать? Значит, как-то вы правильно будете расставлять приоритеты. Но все же, я допускаю и такой момент, Овны. Если с кем-то вы не нашли взаимопонимания прежде, и не нашли взаимопонимания, потому что каждый настаивал на своем. Мы все люди, иногда эмоции берут верх, и мы такого можем наградить, ой-ой, а потом мы все быстры задним умом, вот потом мы сидим и думаем, ах, погорячилась, или ну как-то надо было так, это с дипломатией подружиться и этот вопрос, обходя острые углы, решить. Так вот, даже какие-то сложные вопросы из прошлого, это практически то, что спешит вашу жизнь. Вы теперь в новом ключе можете и решить, и какие-то добрые взаимоотношения построить на последующий период. Может быть, и закрыть какие-то гештальты, мои дорогие. Здесь вот именно какой-то порядок вы будете наводить. Причем в добрых, позитивных, как и эмоциях, так и энергиях. Добра больше, искренности больше. Это все спешит в вашу жизнь. Давайте откроем вторую карту. Что вы там могли завершить, оно возьми да вернется. Выбор какой-то. Может быть, этот выбор как раз и связан с людьми. И у кого-то это будет, может быть, работа, а у кого-то личная жизнь. Ну, понятно, по двойке мечей тут может быть и та ситуация, когда ехать не ехать, да, участвовать в каком-то деле или нет. Но это тот выбор, который вы должны сделать душой. И одновременно быть, знаете, очень рациональным, оттолкнуться от того или задать себе вопрос, а если я останусь один на один, конкретные мои действия, что я буду делать? Есть у меня ресурсы для этого, и мы будем с вами смотреть ресурсы, или нет? Или это будет, ну, сродни моих желаний, но таких желаний, которые, ну, на сегодняшний день их как бы ни к чему не приложишь, и ставится вопрос под сомнение. Может быть, быть более практичным, куда-то не торопиться. И, кстати, я также допускаю, по двойке мечей вы можете искать информацию, чтобы прояснить какой-то вопрос. И, может быть, та тема, которую вы думали уже завершили, вот из прошлого же что-то возвращается для вашего же добра. Знаете, мои дорогие овны, не будьте, знаете, такими вот резкими, безапелляционными. Сами не поставьте себе какого-то шаблона или каких-то правил. Причем таких, которые основаны на предубеждениях. Потому что к вам тут возвращается что-то доброе. А я так вижу.
Вы словно, ну, так это можете быть, как словно ежик. Ну, или состояние ваше эмоциональное может быть такое, по типу, ну и что мне от тебя ждать? Прежде ничего хорошего не было, а что ты мне сейчас принес или принесла? Имеется в виду контакты с конкретным человеком или с какой-то новостью. Ну, что-то надо пересмотреть, правда. Причем от чего-то не отказаться, себя не подгонять. Вот по двойке мечей это тот выбор, который мы в спокойном состоянии души должны делать. И, видимо, этот выбор сам по себе, он будет важен, потому что не отказаться от чего-то хорошего, что буквально спешит в вашу жизнь. Что неожиданно откроется, какая правда? А ведь правда, вы думали плохо о человеке, а теперь вы будете думать по-другому. Или вы узнаете о человеке какую-то правду. Здесь были вами, по сути дела, девятка мечей – это всегда карта искаженного восприятия, как и восьмерка. Это мы сами себе надумали. Или мы сами так представляли. Ну и каждый из нас в каких-то все равно находится в заблуждениях. И, по сути дела, эта карта где-то из заблуждений в том числе. Мы представляли в одном свете, а по факту дело обстоит иначе. Мы относились к конкретному человеку, уже сложилось наше мнение одним образом, а здесь как-то он может перед нами раскрыться с другой стороны. Конечно, эта карта может быть еще и такой момент, когда вы пойдете заниматься собственным здоровьем. По конкретная причина инсомния или бессонница. И даже карта обращает внимание, что нужно для вас уделить внимание отдыху, мои дорогие овны. Помните, уставшие люди делают ошибки. У вас что-то важное стоит на кону мая месяца. И если мы погружаемся вот в эту ненужную философию, обратите внимание, да практически во всех колодах у людей закрыты глаза. И вот этот мрак, изображенный на картах, это не что иное, то, что видит человек, а он смотрит вглубь себя. И это мы сами себе рисуем какой-то мрак. И поэтому, если действительно это какая-то усталость, эмоциональное выгорание, тогда нужно и отдыхать, и какую-то разрядку. Причем не ту разрядку дожидаться, доводить до белого коленя или до последней капли терпения, когда вы взорветесь. Мы не роботы, мы живые люди. Поэтому отдых для вас, ну, это будет очень важно. Рациональное решение или выбор вам придется принимать не раз. Может быть, и в каких-то мелких бытовых вопросах, но, может быть, это касается какого-то важного пункта в вашей жизни. И здесь нужно быть, опять же, реалистом. Уметь увидеть какие-то возможности. Мы можем из-за усталости погрузиться в мрак. Посмотрите, ведь что спешит в вашу жизнь, мы говорили, да? Что вас будет радовать. Сама по себе карта очень радостная. Именно в этой колоде она несет добро. А мы вот в этом выборе темная карта. Это художник передает цвета, чтобы мы лучше воспринимали как метафору. И если мы говорим девятка, ну та же самая тема, та же темнота. Вот из какой-то темноты действительно вы выходите. И здесь у кого-то прояснится конкретный вопрос по документам. Я такое тоже могу допустить. Если мы уже опустим вопросы здоровья, бессонницы, если она есть, значит, нужно либо к специалисту обратиться, может быть, да, если это уже хронический характер, или пересмотреть свой режим труда и отдыха. Но нам это мешает. А нам нужно видеть вещи целостными или так, как это на самом деле происходит, мои дорогие. Давайте мы узнаем, чему сейчас не время или в чем вам нужно быть осторожным, что вам может помешать. Еще одна карта такая темная, да, и оно не случайно пятерка пентаклей. Это карта недостатка. Это недостатка где-то жизненных сил. И это все то, что я говорила. Наверное, ваш бодрый дух. Не тот бодрый, когда вы сами себе словно, ну, извините за не совсем литературное выражение, такой сленг, пенделя себе волшебного даете и себя заставляете. Вот вы как раз себя заставить можете. И даже через силу. Вы сильные люди. Но вам это не во благо, помните, вот конкретно, чему сейчас не время. Не время себя пришпоривать, не время себя заставлять через силу, не время кому-то что-то доказывать. Кстати,
Тут я уже говорила о том, что скорее договариваться нужно, и для вас это во благо. Вы даже мнение можете о каком-то человеке изменить только лишь потому, что вы находились, ну, как во власти каких-то других паттернов или мировоззрения. А здесь, наоборот, и договориться, еще остаться друзьями и одновременно решить какой-то финансовый вопрос. Вот устранить вам, в принципе, как и контролировать вопросы финансов нужно в течение мая, так и в вашем личном окружении. Может быть, это касается и близких людей. Может быть, это, в принципе, круг ключевые партнеры. Или, ну, когда вы идете договариваться с чиновниками, да, мы спрашиваем, что вам может, в принципе, помешать. Так вот, и ваша усталость вам мешает, безусловно. Но и умение договориться будет не на последнем месте. К вам идут добрые энергии, спешат буквально в вашу жизнь. А вы либо можете находиться вот в таких энергиях, я уже не говорю, правда, вот как темные карты, и вы чего-то не увидите, или из-за того, что вы устали, или из-за того, что, ну, вы для себя какую-то догму построили, считаете, что это правильно. Но нет чего-то однозначно хорошего или однозначно плохого. Есть то, как мы воспринимаем. Помните вот этот тонкий нюанс, потому что, вы знаете, тут риск есть в чем? Что вы от чего-то откажетесь, а потом будете сожалеть. Вот так вот, если конкретно. Поэтому вот все то, что я говорила, для вас важно. В чем же ваша сила сильной позиции? Вы набираете темп. Прекрасная карта, восьмерка жезлов. В некоторых колодах ее даже называют карта трансформации. И вот те энергии, о которых я говорила, тут действительно что-то трансформацию напоминает. Ваша сила в том, что вы не отложите что-то на потом. Ваша сила в том, что вы не будете предвзяты. Тут могут быть не случайные случайности. Здесь могут быть еще какие-то неожиданности и метаморфозы. Но в этом ваша сила. Может быть, придется какой-то ваш план пересмотреть. Может быть, и придется, мои дорогие овны. Приходит как известие, новость или какой-то документ вы получаете, и вы не должны отложить на потом, а именно теперь, в какой-то именно пункт короткого времени вам нужно собраться и куда-то отправиться. Это может быть самое разное направление. У кого-то это в инстанцию, учреждение, согласовывать важные бумаги, к примеру, или банки, а у кого-то это может быть поездка и далеко. Поэтому будьте готовы к неожиданностям. Но это добрые неожиданности. Это значит, помните, словно судьба, пространство, вселенная вам посылает какую-то внезапную возможность. И будет важно ее не пропустить, я только что об этом говорила, ее не прошляпить, либо из-за собственных каких-то убеждений, или из-за собственной усталости. Очень так гладко, логично, красноречиво одновременно легли карты для вашего знака зодиака. Ваши достижения. Король Пентаклей. Ну, тут могут быть и, кстати, у вас контакты с людьми надежными, такими, знаете, на которых можно и положиться, которые дают дельные советы, а не в пустоту. Вам самим все-таки мы смотрим энергию, тоже предлагают быть в этих энергиях, когда буквально все под контролем, или, как мы говорим, все схвачено. Здесь не может ускользать что-то от вашего внимания. Да, с вдохновением сложновато у короля Пентаклей, но если мы говорим на достижение, прекрасная карта. Поставил себе задачу король Пентаклей, и он точно знает, что ее осуществит. Кстати, это где-то рост в плане денег, возможности в плане финансов, самые разные, и еще такой нюанс по личной жизни. Может быть, какие-то документы, бумаги оформить, что-то согласовать. Возможно, и какие-то контракты, договоры. Тогда читайте все, что там написано разными шрифтами. И еще один такой нюанс. Все-таки деньги придется считать. И нам говорят, деньги у тебя будут. Король Пентаклей. Но ты должен быть рачительным хозяином, Овен. Не совсем тут. Здесь мы можем, кстати, на волне эмоций и потратить не туда. А потом спохватимся, ах ты, елки, что ж я сделал? Или сделала, как-то надо было аккуратнее. Вот будьте аккуратнее с тратами, это правда. У вас ресурсное время на сферу ваших честолюбивых планов и достижений. Но это и от вас, в свою очередь, тоже требует предельного контроля и внимания. Для кого-то это может быть важная поддержка.
или вот тот человек, знаковая какая-то персона, ключевая персона в вашей жизни. Это может быть как и по части личной жизни, вы будете что-то согласовывать через дела, документы, может быть, переезды, визы, у кого что. Но это может быть точно такой человек, который находится и на работе. Хотя у кого-то из вас семейный бизнес, и тогда в гору идет. Ну, тогда будет такой момент, ну и не поссориться, кстати, тоже. Я такое могу предположить, потому что каждый может настаивать на своем. У каждого свое видение. Помните, часто очень прекрасные союзы терпят фиаско только лишь из одного, что один другого не может услышать. Если бы услышали откровенно, тогда бы могли смотреть в одном направлении и что-то скорректировать. Но, повторюсь, на достижение идеальная карта. Все в ваших руках. Что же нам про финансы? Мы уже с вами говорили, 2 пятерки. Финансы нужно держать под контролем, и они не должны быть основаны на именно эмоциях. Помните, что там, где финансы, там вообще добавлять или какие-то чувства, или эмоциональное окрашивание, или принимать, кстати, какие-то важные решения по части покупки, продажи, приобретений тоже на эмоциях ведь нельзя. И карта нам говорит, ты можешь потом, к примеру, не быть довольным, сожалеть, что ты что-то приобрел. Давайте я достану еще одну карту. Может быть, эта карта еще и говорит, это карта апатии. О том, что вы куда-то вложились, может быть, в предыдущий период, это не про май. И вот в мае вы о чем-то сожалеете, что нужно было делать как-то не так. Так вы тут можете переиграть, переделать, передумать. Еще и вам словно пространство помогает. И что же на финансы для овнов? Ну, наверное, подвести к итогу, что вы там сделали правильно, неправильно. Теперь это не имеет значения, нам говорят. Ты подводишь итоги. Прекрасный аркан 20-й – это избавление от боли, это выздоровление от страданий. Ну и даже если вы понимаете, допустим, что взяли на себя какие-то обязательства, самое время их пересмотреть, тут вам действительно пространство, Вселенная помогает. Но и просчитаться-то тоже нельзя. У вас словно какие-то вот такие важные темы, по крайней мере, по части финансов, могут быть к решению, причем даже самые сложные какие-то вопросы, запутанные, вы можете найти выход из любой создавшейся ситуации. И если даже нужно совершить какой-то платеж, я так вижу, что у вас будут варианты. Допустим, платеж вы должны сделать завтра, сегодня, а ваши деньги, они задерживаются. Но здесь словно помощь высших сил. Или вы можете закрыть какую-то долго тянущуюся ситуацию, которая вам давно не нравилась, которая приносила какие-то разочарования. Или, может быть, это будет связано погашение кредита, окончательное закрытие для кого-то кредита. Но есть по 20-му аркану как переходное значение между прошлым и будущим. Давайте посмотрим, к чему же все идет. А вот возможности. Да, кстати, это карта спонтанности. Нам изображен жонглер. И, может быть, не случайно я хочу проложить. Вот посмотрите, это как в прошлом, мы с вами говорили. Потом мы с вами достали вот именно карту 20-го аркана между прошлым и будущим. Так вот, двойка пентаклей – это новое сотрудничество, новые планы, новые возможности заработка. И если мы говорим, ваша сила в том, что где-то скорость, вы успеваете куда-то попасть или вовремя с чем-то сориентироваться, и ни разу тут не с эмоциями. Тогда двойка пентаклей тоже спонтанности карты, и она тоже нам говорит, если тебя куда-то приглашают или тебе буквально позвонили и говорят, вот готов ваш документ, или есть возможность сегодня, допустим, встретиться с конкретным человеком, а вы уже хотели с ним встретиться, но очень узкий фарватер ваших возможностей, вам говорят в течение часа, в течение 2. И вы знаете, мои дорогие, не упустите эту возможность. Оставьте что-то, чем вы занимаетесь в данный момент, и как будто вам, если вы даже по найму работаете, но если вы обратитесь к руководителю, вам пойдут навстречу. Тут главный момент не упустить. И карта двойка пентаклей нам говорит, пробуй, пока не получится или не надоест. Какой-то новый опыт, безусловно, но это еще спонтанно вы можете решить какие-то финансовые дела. Спонтанно не значит на эмоциях, а это значит его величество случай.
или не случайная какая-то случайность. И к чему же это все идет? Тогда вот мне интересно и неожиданно. Ну, не будет что-то решаться быстро. Может быть, не все вопросы вы решите. Тем не менее, нам сказали, деньги есть, деньги будут. Но, наверное, вот как я сказала фразу, в зависимости от того, какой урожай вы хотите собрать завтра, сегодня нужно сажать вот это семечко. И как раз семерка пентаклей о том, что нас и радует урожай, да и всходы такие дружные, добрые дела наспех не делаются. Вы можете где-то даже расстраиваться из-за того, что вы себе поставили уже какую-то планку или временные ориентиры. Здесь не будет что-то вписываться, временные ориентиры, мои дорогие овны. Я должна вас предупредить. Будут некоторые вопросы стремительно ускоряться, но есть и какие-то важные задачи, когда все-таки терпение, спокойствие, уравновешенность – это будут ваши лучшие друзья. Что же в личной жизни и для тех, кто в паре? У кого-то это буквально какие-то новые планы семьи или вопросы детей. По пажу Пентаклей мы можем чему-то и учиться. Но тут банально. Мы ищем просто информацию для того, чтобы обустроить какое-то дело или какой-либо вопрос. Может быть, и вы, ваша семья находится, ну, в тех условиях или обстоятельствах, когда вам нужно как раз внешние события тоже учитывать, и вы ищете выход из создавшегося положения. Вы его найдете. Но выход этот, он будет где-то в другой плоскости. Вам действительно вот этот выбор, мои дорогие овны, придется делать не раз. Я говорила, как и по бытовым вопросам, но, видимо, более крупным тоже. Поэтому вы должны быть хорошо отдохнувшим. Я снова это повторяю. Все карты нам вот об этом, потому что те решения, которые вы будете принимать, они будут важными для вас. Но задача еще мая месяца что-то не упустить, от чего-то не отказаться. И по пажу Пентаклей ведь это, по сути, новые возможности. Для тех, кто один или одна, мир. Больше контактов с миром. Расширяйте свой горизонт общения, мои дорогие. По миру это мы общаемся, ну, может быть, посредством интернет. Хотя, должна сказать сразу, я не знаю, как это вообще возможно, знакомство через интернет. Как по мне, то интернет – это интересное место, но это опасное место. Тут будет важно и, кстати, не просчитаться у вас по финансам. К примеру, общаясь в интернет, всегда помни, что есть камеры. Это те люди, которые вам вдруг у него возникает, ну, вы с кем-то знакомитесь, и за короткий период времени выясняется, что человек вас полюбил. Он вас ни разу не видел, толком не слышал, может быть, писали. Кто там кому что писал, тоже непонятно. И вдруг он вам начинает какую-то любовную историю запрягать, извините за сленг. Самое время задуматься, а зачем ему это нужно? Вот с этого скамерства начинается, а потом это заканчивается с тем, что с вас вытягивают деньги. Поэтому, ну, это я уже так попутно, потому что мы в сложное время живем. И многие из нас не владеют новейшими цифровыми технологиями. Где-то только слышим об искусственном интеллекте, но сами мы в этой области не очень сильны. Или, в принципе, о тех ресурсах, которые тоже работают посредством интернет, и это где-то соприкасается с паролями ваших аккаунтов, или платежными системами, или, ну, чем-то, какими-то другими системами, где вы тоже о себе заявляете, или где, куда вы получаете вход. Вот тут надо себя, безусловно, беречь. Это я попутно. Лучше сразу чем-то напугать, а потом сказать хорошее, потому что это хорошая карта на самом деле. Но я думаю, это видно даже, да, тут и лавровый венок. Хотите славы? Пожалуйста. Пусть это у нас мы смотрим на личную жизнь, но старший аркан для кого-то из вас. Дорога, путешествие, путешествие по миру. Пусть вы в мае не едете, планировать можете, или переезд куда-то, даже если вы один или одна. И вам это во благо. Учить языки можете, чтобы лучше понимать, как и людей, которые говорят на другом языке, другого менталитета, другой культуры. Изучать вот этот мир кому-то захочется. И вообще нам тут и золотой телец, это то бишь деньги. Тут нам и лев представлен. И это где-то сила, власть, почет, уважение. Да, тут мы говорим, ну еще и орел, ангел тут нам даже изображен. Это любовь имеется в виду. И если мы говорим про орла, это правильная работа с информацией. Информацию в интернет вы можете
слышать, видеть самую разную, поэтому себя беречь научитесь. Но на самом деле 21-й старший аркан где-то говорит о том, что вы даже можете начать какое-то знакомство через ваши интересы. Или, может быть, на онлайн-курсах, почему нет? Или можете списаться с каким-то человеком, а потом будете планировать какую-то встречу. Но по 21-му аркану много контактов для вас. И где-то через расширение контактов заканчивается ваше одиночество. Или, в принципе, мои дорогие, если вы себя, позиционируете как человека одинокого или одиночку, то здесь я могу предположить, кто-то, кто как тот человек, которого вы знали, о себе напомнит, напишет в мессенджере, и вы надумаете с ним встретиться, может быть, какую-то историю продолжать, или какие-то другие новые возможности я все-таки вижу. Но себя беречь не забываем. Сложные отношения, точно. И тройка мечей, кстати, это карта здорового равнодушия. Я ее так часто называю. И, по сути, это карта выздоровления. Это не теперь, эти разочарования. Я могу, конечно, себе предположить, что с кем у вас были какие-то прения, вам придется, может быть, мириться буквально в мае. И от того, как вы умеете услышать друг друга, мы уже где-то с вами касались этого, потому что мы можем находиться в каких-то догмах, а по пятерке пентаклей не должно быть нарушено взаимопонимание, не должна быть какая-то дистанция конфликта расширена. А если на самом деле был какой-то грустный, печальный опыт, случай, так ведь случай-то этот уже закончился, об этом говорит карта. И нет смысла там застревать. Другой разговор, либо это вообще история закончилась, и нужно уже где-то последний аккорд сыграть или самому себе сказать, что да, вот эта история, она не может быть продолжена. Или, если все же продолжение следует, то помириться вы можете. С чем это связано? Это как карта выздоровления, потому что мы видим что-то без эмоций. Шикарная карта, девятка кубков, но, мои дорогие овны, ни разу она не про любовь. Это карта самодостаточности и денег. Для кого-то из вас может быть прежняя история, кстати, как человек сохранилась в виде контактов, потому что есть денежный интерес. Или есть какие-то денежные вопросы, так тоже бывает. Или, может быть, какая-то история начиналась с людьми, с любви, а потом она, даже и так я могу предположить, каким-то шкурным интересом могла закончиться. Но вы найдете тогда выход. Но, хотя я могу предположить обратный вариант, все-таки мы все разные. Тот, кто с вами поссорился, наоборот, вас будет пытаться через подарки задобрить. Почему нет? Давайте посмотрим. Хотя кто-то поставит буквально крест на личной жизни, и у вас сейчас, как тема финансовая, это время больших возможностей. Давайте мы посмотрим для тех, кто в какой-то спорной ситуации. Или вы знаете, эти контакты, да, я могу такое допустить. Иногда я слышу, что, и в принципе это не секрет, пишут об этом. Я живу ради детей. Или я ради детей сохраняю нашу пару. Или ради того сохраняю, может, никому не говорю, потому что рад бы разъехаться, да некуда. Или какие-то вас соединяют финансовые, может быть, совместные договоры или какие-то темы, и вам придется искать рациональное решение. Для кого-то из вас карта может говорить, надейся сам на себя, и вообще будете выбирать именно вы. И здесь, если вы захотите, по королеве мечей, это карта мудрого человека и независимого человека. Независимыми вы будете себя чувствовать. Во-первых, финансы у вас будут, и это все-таки, как ни крути, уверенности нам добавляет. Но и по этой карте мы очень рациональны, и самое главное, это здоровое равнодушие. Это где-то бывает как холод, когда мы правильно делаем выводы какие-то. Но если вы захотите с кем-то примириться, вы помиритесь. Если вы однозначно говорите «нет», тогда и будет «нет». Будьте внимательны к своим решениям, заявлениям, да, правильно оцените обстановку, чего-то не упустить, мы с вами ведь тоже говорили. И помните такой момент, если вы кому-то скажете окончательно «нет», то
может быть нет навсегда. Ну и если вы кому-то говорите «да», здесь тоже это где-то может быть сопряжено одновременно с тем, что вам придется на себя брать какие-то обязательства. Вот такое я все-таки допускаю. Поэтому давайте достанем карту совет. Что это такое вообще за сложная ситуация? Колесо фортуны. Ну и при том, при всем, где-то помогает вот эта фортуна, скорость, потому что по колесу фортуны это действительно какая-то удача. Удача может быть решить тот вопрос, который запутанный, сложный или качелеобразный, двойственный в каких-то отношениях, с чем-то разобраться. Тут, наверное, само пространство пытается вам помочь, мои дорогие овны, прояснить какую-то обстановку. И еще вам будет помогать буквально, когда вы что-то не отложите на потом. Ну, наверное, вот действительно что-то доброе спешит на ваш порог в мае месяце решить как и запутанные вопросы, или сделать выбор, так и порадоваться, так и достичь, может быть, и популярности, или для себя проложить какую-то новую стратегию и тактику, заработать денег. Но еще и фортуна сама по себе пытается сделать вашу жизнь в ином качестве, чтобы вы были счастливы и любимы всегда. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.